Так, ну вот, начали свое путешествие, идем. Сегодня уже март месяц, март, 11 марта сегодня. Решила, короче, выйти с ним. До этого немножко приболел был. Какой-то вирус где-то хапнул. Горло, она до сих пор еще горло болит. Вот. Снега нападало у нас, ужас. Еще больше. Сейчас найдем где-нибудь полянку какую-то. Пожарим сало. Попьем чайку, костерок разведем. Охота в лесу побыть уже. Уже устал дома. Это все время, грубо говоря, с 28 июня, как получил травму, все это время толком в лесу и не был. Даже просто не выходил. Ну как, ходил, но так, чтобы костры жечь, никак. На рыбалку пока не получается. Да и рыба почему-то не клюет. Ездили люди. Что-то вообще, говорят, плохо. Не ахти, не очень. Все клюет. Ловить ловили, а бурить много бурили, а ловили по 2 штуки. Кто-то целый день 8 штук на двоих. То есть очень плохо клюет харец в этом году. Ну, не знаю, может из-за морозов. У нас очень сильно морозов было. Много. В этом году прям такие под 40 давили морозы. Как бы давно такой зимы не было. Вот. Можно было бы эту валеженку, конечно, убрать с дороги и здесь приземлиться, но это только начало пути, блин. И что-то неохота пока. Так-то валеженка хорошая. Взял с собой пилу портативную, карманную, ручную, и топорик. Можно было ее, она у нас свалилась уже, допилить и развести. Даже здесь можно было костер. Ладно, пойду там чуть дальше куда-нибудь. Пока. Летчик. Где был уже? Опять все следы излазил, да? Молодец, молодец. Очень снега много в этом году. Ну, как и всегда, конечно. Собака проваливается, идти толком не может. Вот такой вот летчик мой, друг. Рыжий друг. Вот с ним и ходим по лесу. Хороший малый, но хитрый. Может убежать. Потому что от города недалеко я нахожусь пока. Вот так вот. Вот. Рабочая собачка, все. Но хитрюха. Очень хитрый. Может вот так проверить меня, проверить, что я по тропе иду. И потом на полчасика куда-нибудь или больше стартануть. Но пока там где-то идет. Видно было между деревьев. Вот, нашел такую полянку небольшую, наверное, обсмотрелся, как бы и сухарник есть тут, придется, конечно, полазить. Сейчас откопаюсь как-нибудь. Вот, наверное, здесь я и расположусь. Здесь вот прямо на полянке раскопаюсь. Придется немножко попилить. А вот сухарник есть за моей спиной. Вот. Лежачий вижу он. Деревья. Которые обломаны уже. Есть такие. Вот. И здесь тормознусь. Так что сейчас буду обустраивать, короче, место. Вот прям вот здесь его сделаю. Вот. Напилил я столько сухарь. Вот эту вот пилкой. Вот рюкзачок с собой взял, на рукоделие.
Как говорил уже, поверь мне. А еще достаточно. Фу, еле дышу. Сил много тратится в лесу. Очень на активную работу. Сейчас еще надо будет все это допиливать и делать сидушку себе, и можно уже будет разжигать костер, отдыхать. Да, не воруй дрова, не воруй. Ворует опять дрова у меня. Вот чудо. Сидит, скулит. Не понимаю его. Ну вот, с момента того, как я сюда пришел, прошел час. Вот, я напилил вот столько дров. Вот такой пилой и таким топориком сделал себе сидушку. Фу. Сейчас достал спички и буду разжигать костер. Пытаюсь это сделать, по крайней мере, чтобы костер горел. О. Так, сейчас штатив установлю. Он как-то неустойчиво стоит. Вообще неустойчиво. Не может стоять что-то. Вот. Попробую сейчас разжечься. Да, ты пакетная собака. Только пакет шуршит, ты уже облизываешься. Да, Даруха? С одной спички, наверное, не получится, как говорят, там таежный должен разжигать с одной спички. Потому что все мороженое, перемороженное. Я, конечно, попытаюсь. Что он скулит? Не понимаю, что ты скулишь. Я не понимаю даже, что ты скулишь. Лес, красота. Пока что вот с одной спички. Что ты скулишь? Ну что ты скулишь? Ты мне будешь мешать, да? Я так понял. Мешать будешь? Я тебя тогда не угостю. Раз ты такой непослушный мне стал. За зиму. Раньше ты по лесу бегал, а сейчас ты лежишь и скулишь. Да? Бесстыжая морда. Ну вот, что-то получается, наверное. Дар, прекращай. Вот действительно прекращай. Конечно, без хвороста костер не разжечь. Хворост — это важная составляющая в разжигании костра. Ой, вот. Щепочки все должны скрутиться, по идее. Но, как говорится, оно вроде вот так горит, но не обещает схватиться. А может и схватится. Так что вот такие вот дела. Ну вот. Наконец-то горит костер. Наконец-то я обустроился здесь. Наконец-то могу присесть. Угостить своего рыжего друга. Взял для него вот такие колбаски. Специально для собак. Называется колбаска Дикий зов. Я тебя еще не звал. С мясом оленя и брусникой. Вот такая вот штука. Иди. Голос. Молодец. На место. Теперь я сам буду жарить сало. Буду кушать. Устал ужасно, пока все это сделал. Вроде бы, что тут такого, да? Там чуть-чуть поработать. Так, а где оно что? Чуть-чуть поработать руками, пилой, тут топориком, да, но после болезни она еще присутствует во мне еще. Не полностью выздоровел. Ну, так себе, скажу. Неподготовленный человек. Так, остатки все этих костер. Да. Неподготовленный человек бы, конечно, не знаю, сумел бы так. Я сам устал очень сильно. Слабость еще очень большая. Вот. И из-за этого не очень хорошо работать физически. Вот
такое сало. Сало домашнее. Солила моя мама. Оно тут какое-то с орегано. Сальцо. Буду жарить его на обычной палочке. Сальцо какое-то с орегано, какое-то с луком, чесноком. Я вам могу сказать, что нет ничего лучше, чем вот так посидеть. Костерок, сало. Рыжий друг тут у меня сидит. Сейчас еще одну дам тебе колбаску. Дать еще колбаску? Сейчас дам. О. Сейчас дам, подожди. Не проси, попрошайка. Ну, правильно, конечно, с брусникой и оленем-то, конечно, колбаски вкусные. На. Все, иди. Ну вот, начинаем жарить сало. Вкусные, да, колбаски, Дарушка? Сейчас костер больше разгорится от этого. В общем-то, конечно, в лесу хорошо в любую погоду, но так, птички уже вот начинают петь. День продлился у нас. Уже в 5:30 светло и в 5 еще не темно. А зимой у нас светает в 9 где-то. Надо закрываться, потому что вспотел очень сильно. И, блин, неохота еще больше болеть. Сейчас отдохну, посижу, перекушу сало. Сейчас пожарю вот на костре его. Сам поем. Все, не попрошайничай. Чуть-чуть. Да чайку зеленого попью с термоса. Просто все, успокоился. Успокойся, да. Не получается пока на рыбалке. Да и в этот год зима очень такая суровая была здесь у нас в Коми, Ухтинском районе. Ну что ты скулишь? Прям морозы давили такие 40. Ну что ты скулишь? Что? Неинтересно? Иди кого-нибудь погоняй. Я понимаю, снег глубокий. И вот сейчас выезжали там знакомые, да с работы коллеги с РЖД. И ничего не клюет, хариза нету в реке. Бурят много, бурят очень много плесов. Очень много бурят, а толку никакого вообще нет. То есть они там ловят по одному, по два. Не знаю, с чем это связано. Обычно уже в это время... Ты закипаешь, что ли, да? Обычно в это время уже у нас... Возьмем сейчас сразу сало и попробуем его. Обычно в это время уже клюет хорошо. Уже 23 февраля вот мы ездили на рыбалке. Дар, не надо озвучивать ничего. Я сказал, хватит. Бесполезно, непослушный ужас. Ловили, да? А сейчас вон дятел прилетел. Иди он на дятла хоть погавкай. Хватит свистеть, хватит, хватит, хватит. А сейчас уже... Вкуснятина. Да с черным хлебушком. На 8 марта был мороз. С утра 33 градуса. Да, я не понимаю, с чем это связано, почему ты скулить начал. Ты в лесу вот так себя никогда не вел. После простоя ты ужасно себя ведешь. И попрошайничаешь, что только не делаешь. На тебе хлеба.
А то смотрю, колбаски мне нравятся, а хлеб мы не кушаем. Дорог, прекращай. Ну вот сейчас покушаю чуть-чуть сала с хлебом, с черным. В общем-то, на данный момент уже здесь нахожусь больше часа. Вот все вот это приготавливал пока. В лесу очень хорошо. Блин, ножик вам не забудь. Так, и ножны где-то. Потому что ножик этот не очень дорог. Я его делал сам. Для себя. Из клапана. Есть покупные ножи. Но это все не то. Здесь нож. Действительно нож. То есть он как быстрорез, но не хрупкий быстрорез. Так, это сало слаживаем в пакетик. Сейчас насадим еще кусочки сала и пожарим. Сало остывает, когда уже... Ой, Дар, вот ты мне прогавкой. С чем это связано у тебя, что ты скулишь? С тем, что ты хлеб не ешь, зажравшийся? Да? Колбаски тебе надо за 300 рублей. Я бы тоже их покушал бы за 300 рублей-то колбаски. Правда, на них мне надо зарабатывать. А ты их ешь, потому что ты есть. По крайней мере, вне сезон. Ну вот, сейчас подложим еще дров. Чуть-чуть. Березка сухой. Вот так вот положим. Пусть лежит. О! Так, ну, жарим. Эти последние, крайние, вернее, последний. Иди сюда, иди. Иди в кадр ко мне, иди. 3 кусочка сала. Ну что ты, ну ты же не голодный. Не голодный. Еще колбаску тебе дать. Ох и попрошайка. Ну и что, осталось 2 колбаски. Ты все рубанул уже почти. Дар, не лезь. Нельзя. Иди ко мне. Нельзя. Нельзя. Нет. Нельзя. Дар. Море. Дар. Мороженое. Ты что, это разве то слово, которое надо? Нельзя так делать. Попрошайничать нельзя. Нельзя попрошайничать. Что у нас еще есть, какие слова на М, похожие на команду? Море. Мороженое. Мячик. Лежит, дергается. Ой-ой-ой. Давайте полкол... Нет. Можно. Аккуратно. Полколбаски дам тебе сейчас. О, жует с удовольствием, прям с таким. Ну вот, я уже отдохнул, да, почти восстановились силы. Чуть перекусил, потому что, ну, после болезни, конечно, нельзя. Очень сильно. Не попрошайничай. Ты взрослый уже. Хлеб мы не кушаем. Да? Ау-ау-ау. Ай-яй-яй-яй-яй, Дар. Ай-яй-яй-яй-яй. И что это такое? Что за попрошайничество?
Что за попрошайничество? А? Вот я бы в следующий раз тебе вот не дал бы этого. Понял? Кто там? А? С деревьев снег сыпется, падает. Ветерок. Да вроде нет ветерка, не знаю. Ну, видимо, то, что... Ты комментируешь меня по собачьи, что ли? Нельзя. Нельзя, сказал. Психуй троит. Ищи. Так, ну вот эти кусочки 3 еще скушаю сейчас. Попью чайку и надо будет выдвигаться. Ищи, ищи. Что не ищешь-то? Ищи. Закопал. Закапывают дальше. Запахов много. Не смог найти. Задними лапами закопал сперва. А здесь хлебом и колбасками. И салом пахнет. Да прекратите уже! Ты уже наглеешь, Дар, очень сильно, блин. Браво, ему еще печеньки сейчас дам. Обычные печеньки такие. Называются Мария, они не сладкие. Ну да, конечно, после колбасок-то что? Не печенька, не печенька, да? Да, нет, жует. Кушай, кушай. Весь мокрый, короче, подсыхаю. Ой, наверное, грязный. Ну как-то вот так. Вышел вот в лес, разжег костер. Сало больше жарить не буду, так что пакет можно. Да не буду его палить. Хороший пакет. Если бы далеко где-то в лесу находился, естественно бы вообще пакеты вот такое, это все дефицит. Сейчас налью чайку. На. Бери. Вот такой термос. Называется Сатоши. Ну не очень держит. Держи. У меня биосталевский есть. Ему больше 15 лет где-то, наверное. Не, меньше чуть-чуть. Лет 14. Один из первых там они когда пошли. Литровый термос я себе брал. Сатоши называется. Ой, Сатоши говорю. Биосталь. Это так вот хватает на недолгие прогулки. Заварил чайку, так походил где-нибудь. Часик-два, все, а он, ну, 3 от силы. Он больше не держит. А биосталевский у меня сутки держит. Ну, он хоть и старый, прям сутки держит. Ой, надо встать, постоять, а то от земли тянет. Не хватало еще нехорошей болезнью заболеть. Ой.
В общем-то, вот так вот провожу время. Вот на такой сидушке. Вот такая сидушечка. Рюкзачок. Костерок. Друг мой рыжий. Непослушный, не лезь к столу. Дар. Нельзя. Тут уже больше ничего вкусного нет. Колбаску я тебе оставил на потом. Не сегодня. Пошел партизанить. Сзади меня обошел. Туда пошел, короче, куда? Да. О. Ну вот, что могу сказать по поводу таких вот посиделок возле костра. Это круто. Даже вот, грубо говоря, до города здесь, ну пусть километров 3, наверное. Где-то так. Могу сказать, что очень рад, что вышел. Так, что там съемка ведется, кто телефон снимает. Непонятно, что будет. Так, подложить, наверное, все-таки надо рукавички. Вот пятую точку. Ой! Да, так намного. О, это криво снимает. Наконец-то куда-то хоть стартанул. Ну вот так как-то провел время я здесь. Костерок начал разваливаться, потому что начал подтаивать. Сейчас мы его повернем вот так. И он обратно будет. И палочки, которые ненужные, вот эти, тоже отправляем в костер мы. Вот таким образом. Они в костерок попадают и сгорают. Что-то как-то кривовато стоит штативчик. Ну, вроде камера провалился. На меня направлена. Так, ну это мы убираем. Пора собираться. Время пока не знаю сколько. На тебе, все. Крайнюю колбаску твою. Пакет этот в костер. Чтобы не мусорить. На. Все, отстань теперь. Больше мне вкусняшек тебе нет, ты все съел. Ну вот сейчас еще одну кружечку небольшую наверну. Чайку. Остальное буду допивать дома уже. Потому что... О! Чего ты хочешь? Иди сюда, иди ко мне. Иди, рыжий. Иди, иди, папе. Иди, мой рыжик. Замерз, что ли? Не должен ты замерзнуть, а, рыжик? Ага, копает что-то. Там опять раскопки ведет. Как он любит копать, это ужас. Ага. Так, все, дровину забрал. Все, перекусил, теперь можно поиграться. Видеть ничего не дали. Да, сейчас, конечно, дорого даже вот такие колбаски там покупать, чтобы лакомство. В общем, телефон затупил. Вообще сам, короче, начал что-то переключаться, но он уже старый. И что-то
глючит, переключается, включает сам, короче. И половину не записал. Так, куда-то у меня убежал, короче, рыжий. Ну ладно, сейчас. Снимает вроде то направление, а может не то. Так вот. Прогорел у нас костерчик хорошо. Ладно, выпьем еще кружечку. Чайку. И уже точно надо будет идти, потому что, ну реально, уже засиделся я что-то. Где-то уже носится, уже вороны там орут. Он убежал в сторону, в то направление. Убежал туда, куда не надо бегать, короче, ему. Ну, в общем-то, как я уже и говорил, вот эти колбаски все дороговато стоят сейчас уже. Цены поднимаются в этих магазинах. Да сейчас и корм уже супер премиум классе-то, блин. Ценник-то 500 рублей за килограмм, грубо говоря. В общем, цены растут, а зарплаты нет. Обязательно сниму ролик про свою травму на производстве, которая у меня случилась 28 июня 2025 года. И сегодня 11 марта, а я еще на работе не был. Все это до сих пор у меня тянется. Расскажу обязательно, может так же вот как-нибудь сядем возле костерка и расскажу об этом. В одной части, конечно, не получится это все сделать, потому что ну долго очень там все это про беспредел этот, который творится на РЖД, в больницах в наших, здесь, в Ухте, в полиции тоже там. Расскажу все вообще. Не знаю, конечно, это изменит что-нибудь, но может быть кого-нибудь предостережет. Моя контора РЖД, да, предоставила документы, подписанные не мной. И, ну, документов больше 10. И все, короче, подписаны не мной. Блин, дым сейчас начал на меня. А суде все равно. В суде, короче. Они там говорят, что у меня собака дернула руку. Левую. Хотя я правша. Ветер поднялся, что ли, не пойму я. Да, есть уже поднялся ветер. И дым сейчас сюда весь на меня. Вот. Чего только там не несут они, конечно. Признавать не хотят это. То, что вызвали меня в выходной день без приказа, который потом создали без заявления, потому что создают приказы на основании того, что ты отказаться потом не можешь. Ну, в общем, расскажу как-нибудь. Соберусь уже полностью и запишу. Скорее всего, наверное, в частях в 3, наверное, это все будет. Вот. А сейчас надо собираться. Звать рыжего, бандита моего. Потому что он убежал туда, в сторону, откуда мы пришли. И этот такой ухарь может и срулить. Снег падает. Ну, просто падает и все. Ветерок небольшой поднимается и снег
осыпается снега, много на деревьях лежит. Сейчас костерок засыпать будем. Угольки. Ну, удалось разжечь, конечно. Все промерзлое было, но удалось. И будем выдвигаться. Очень хорошо провели время мы здесь с даром. Отлично посидел я. Чай попил. Получил удовольствие от общения с лесом. Ладно, пока буду выключаться. Ну вот, засыпал костерок, выдвинулся, уже иду. Рыжий куда-то свалил, свистел, кричал, нету его, не знаю, конечно, куда он. Вот в этом, конечно, хулиганистый очень сильно. Вроде все нормально, послушный, вроде все в лесу. Когда вот уезжаешь далеко, все хорошо. Даже можно сказать, отлично он. Не хулиганит, ничего. Ходит с тобой, все. Там работает, ищет, ему это интересно, нравится. Как только черта города. Чуть подзадержался. Где-то что-то. Все. Уже куда-то углубил. Вот. В этом плохо вообще плане. Он, конечно, и сюда бегал. Уже я смотрю, и туда бегал, и куда-то он у меня стартанул. Оп. Ё-моё. Так. В общем-то, отлично посидели. Мы там с ним, конечно. Вот в этом, конечно, переживание есть за него, что он так поступает. Блин, надо было здесь на полянке сидеть. Тоже отличная полянка была бы. Ну ладно, где? Сидели там, сидели. Здесь с дровами сложнее было бы. Все, здесь его уже не было, а нет, был. То есть неизвестно, куда он убежал. Ну, убежал в обратку. В пету ушел. Это очень плохо, что он ушел в пету. Там снег сыпется. Вот так, конечно, снега насыпало. Очень много. О! Куда ушел? Так, ладно. Пока идем. В общем, вышел на буранку. Ой, снега вообще навалило на буранке. Конкретно по тропе вообще шел. Трэш. В общем-то, буду заканчивать. Пешочек идти, потому что вот такая вот всякая штука. Вот такая вот. И там еще сильнее. Ягоды рябины еще остались. Правда, перемороженные уже. Блин. Отряхнем здесь. А вот тут, конечно, вообще реально тоннели, блин. Если это грохнется, все, на меня не поздоровилось бы. Что-то понагибалось сильнее. Короче, все. Так, что хотел сказать. Буду заканчивать, потому что рыжий так и не пришел, бесстыжий. Моя рыжая бесстыжая морда. И сейчас придется его идти искать. Уже, конечно, первый раз. В лес уезжаешь, когда вот далеко. Все нормально. Но уходит он там. В навигатор смотришь на 700 метров по лесу.
Иногда самый большой, по-моему, километр, 1,5 километра. Так ходил от меня. Потом обратно в пету идет. Ну, либо находит меня. Ну, либо работает, я к нему подхожу. А здесь же вот, что мы там посидели-то? Побыли, ну, больше часа где-то. Часика 2 примерно. Просидели, может, меньше. Все. Он понял, что больше вкусняшек у хозяина нету. Понюхал. Ага. Колбасками не пахнет, печеньками тоже. Сало в пакет убрали, вместе с хлебом уже не пахнет. Ну и все, что ему тут делать? Конечно, надо гулять с бездомными собаками. Бежать. Так что вот такие вот дела. Ладно, буду заканчивать. Сейчас тут горка. Подниматься буду, дышать чуть тяжелее. Потому что еще болезнь до конца не ушла. Опять у нас. Всем хорошего настроения. Сходите в лес. Получайте заряд, энергии. Любите собак, у кого они есть. У кого нет, если собираетесь, заводите. Потому что это море эмоций. Всяких разных. Плохих, хороших, позитивных, печальных. Но они, собаки, приносят много всего в жизнь. Так что на этом канал Тайга в сердце с вами ненадолго, как говорится, прощается. Всем удачи, всем здоровья, больше финансов, больше всего, чего вы сами себе захотите. Вот такая вот у нас красота. Оттуда я пришел. И всем пока.